Здравствуйте, здравствуйте, все начинаем наш рассказ с грустных новостей. Резонансный случай произошел в Испании. Рома прилетела на первую игру 1/8 финала с Севильей, но власти этой страны не разрешили итальянцам посадку. Матч, как вы поняли, не состоялся. Скажем еще, что Испания ранее закрыла с Италией автомобильное сообщение. Видите, как матч Лиги Чемпионов между Валенсией и Аталантой состоялся, а между Севильей и Ромой нет. Еще одно итальяно-испанское противостояние между Интером и Хетафе было отменено. Причиной послужил тот же вирус. Когда же пройдут эти матчи, станет известно в ближайшее время. Ходят слухи, что Еврокубки будут приостановлены, а чемпионат Европы будет перенесен на следующий год. Итак, у нас обзор 6 матчей, 4 из которых прошли без зрителей. Матч между Айнтрахтом и Базелем состоялся при пустых трибунах, что отразилось на результате местной команды 0-3. Конечно, это не главный фактор, но счет очень-очень удивил. Тем более франкфуртцы выглядели в этой игре не хуже. Айнтрахт за последний месяц терпит уже третий разгром. Напомню, что они ранее попали под каток Боруссии и Байера в Бундеслиге 4-0. Самуэль Кампо и Кевин Боа, оба из Швейцарии, заработали в этой игре по 2 очка по системе гол плюс пас. Швейцарский клуб практически обеспечил себе выход в следующий раунд. Сейчас у команды серия из 4 матчей без поражений везде. Ждали от Ласка небольшого сопротивления, говорили, что эта команда еще удивит, но уже после первой игры с МЮ стало понятно, что в четвертьфинал достоин выйти английский клуб 0-5. Знаете ли вы, что британцы не проигрывают во всех турнирах уже 2 месяца, 8 побед и 3 ничьи. За это время манкунямцы пропустили лишь 2 мяча и совершили 5 разгромов. А Дион Игало из Нигерии отмечается за новую команду уже в 4-й раз. Напомню, что он перешел в феврале, в январе. Ласка в этой игре ни разу не попал в створ ворот. Команда впервые в новом году уступает на своей площадке. От Олимпиакоса, который выбил Арсенал, ждали большего. Но игра с Вулверхэмптоном завершилась в ничью 1-1. Ключевой момент игры случился в середине первой половины матча, когда с поля был удален Рубен Семеду. На исход матча повлияли еще 2 португальца. Маутиньо и Нету сотворили гол у гостей. Ранее клубы никогда не пересекались. Рейнджерс, в отличие от остальных, имел поддержку, но это им не помогло. Команда Джерарда крупно уступает Байеру 1-3 и, по-видимому, прощается с Еврокубками. Фармацевты сейчас на коне. Клуб босса не испытывает проблем на протяжении уже 10 встреч подряд, 9 побед и ничья. У Рейнджерса обратная ситуация. За последние 4 игры это 3-й фиаско. Грустно. Один из лучших нападающих Байера, Хаверт, забил в этом сезоне 10-й мяч во всех лигах. Последний раз в Кубке УЕФА эти команды виделись 22 года тому назад. Общий счет был тогда 3-2 в пользу шотландцев, которые вышли в 1/8 финала. Последние 2 игровые недели немецкие клубы показывали выдающиеся результаты. Сейчас терпит крах 3-й представитель Бундеслиги. Вольфсбург-Шахтер 1-2. Это первый проигрыш немцев за 1,5 месяца. В этом поединке Коваленко из Шахтера и Верхост из Вольфсбурга они забили пенальти. Впервые в истории Лиги Европы в первом тайме не забивают 2 пенальти разные команды. Вторым голом в карьере за Шахтер отличился Маркос Антонио. У его соотечественника лучшие показатели, ведь Мораес нападающий, и он отличился в 3-й игре к ряду. Чувствую, у вас недопонимание, кто же 3-й представитель Бундеслиги, который проиграл. Боруссия Дортмунд. Итог подведем в обзоре на таблицу коэффициентов УЕФА. Остается у нас еще одна игра. Второй матч со зрителями прошел в Турции, где Истанбул минимально переиграл Копенгаген 1-0. Заметьте, что это единственная домашняя победа. Эдин Вишча из Боснии за 2 минуты до конца основного времени приносит победу и доводит количество своих голов в Лиге Европы до 6. Истанбул набирает уже ход и побеждает в 5-й игре подряд. Ответные игры должны пройти через неделю 19 марта, но никто не знает, состоятся ли они в полном объеме. Посмотрим, как расширился список бомбардиров и ассистентов. Бруно Фернандеш из МЮ Спортинга, Камада из Айнтрахта, Шпорар из Спортинга и Слована, Мораес из Рейнджерса, Вишча из Истанбула и Жота из Вулверхэмптона забили все по 6 голов. Галена из Браги отдал 6 голевых передач. Матич из Апоэла и уже знакомый Фернандеш по 4. Узнали что-то интересное? Ставьте класс, подписывайтесь, если обзоры и канал вам понравился. Что происходит в Лиге Чемпионов? Смотрите в рекомендованных видео. Услышимся на спортивном.